Сегодня мы продолжаем собирать наш Super Spectrum. В прошлом видео мы собрали материнскую плату и периферию к ней. Фактически у нас уже есть полностью рабочий компьютер, но пока пользоваться им крайне неудобно, так как он представляет из себя набор отдельных плат, соединенных обилием проводов. Если еще не видели этот ролик, то советую посмотреть. А сегодня мы будем строить домик для нашей турбо, чтобы придать компьютеру законченный вид. На самом деле вариантов у нас не так много. Можно попытаться засунуть в готовый корпус, но форм-фактор платы не придерживался ни ATX, ни IT стандартов, и просто так прикрутить все это к корпусу все равно не выйдет. Раньше была распространенная практика интеграции спектрумов в корпус микроши. Получался отличный моноблок с минимальным количеством колхозных доработок. Да вот беда, в 2К20 найти эту вашу микрошу тот еще квест. Да и с точки зрения эстетики, ломать одну ретро-железяку ради другой, ну такое себе. Значит, остался только один выход – строить корпус с нуля. Особых мук выбора форм-фактора корпуса у меня не стояло. Tower или десктоп вариант отмел сразу, ибо и места много занимает, и такой платке много пространства не нужно. Остановился на варианте моноблок, на манер компьютеров Commodore или Atari. Так как клавиатура имеет по сути ненужный блок numpad, то было два варианта финального исполнения. Дисковод выносить на торец, как на той же Амиге, либо пойти по пути Spectrum плюс 3 и сунуть его под блок цифр. Все зависело от того, удастся ли мне избавиться от лишних клавиш. В итоге, разобрав клавиатуру, выяснилось, что вполне реально подогнуть пленку с цифровым блоком и тем самым избавиться от него. Немного вдохновляясь ранее упомянутыми компьютерами, в SolidWorks за пару вечеров я задизайнил прототип корпуса, а заодно были созданы и все дополнительные платы в реальных размерах, чтобы не прогадаться свободным местом и зрительно раскидать все по углам. Так как плата у нас горячая, вентиляция просто необходима. Холодный воздух будет приходить с этой щели, а вытягиваться из корпуса кулером, который будет включаться по заданной температуре. Вместо жесткого диска будет компакт-флешка, которая уютно будет располагаться под дисководом и которую можно будет извлечь без разборки корпуса. Тут будет блок кнопок для управления турбиной и сброса компьютера, а также световые индикаторы. Осталось только нарезать модель корпуса и отправить на печать. Пока корпус печатается, займемся подготовкой клавиатуры. Ненужные элементы корпуса нещадным образом удаляются, оставляя лишь необходимый минимум. Также удаляются три верхние клавиши, их место понадобится для крепления контроллера клавиатуры. Туда же попадает и ненавистный блок цифровых клавиш. По итогу получаем вот такую картину. Теперь дожидаемся окончания печати и имеем набор деталей. Белый налет – это результат обработки ацетоном, ничего страшного. К сожалению, не все детали распечатались идеально точно, но это будем исправлять на этапе сборки. Сборку начнем с верхней части. Клеить детали будем растворенным в ацетоне ABS пластиком и 3D ручкой. 3D ручка в данном случае работает как фиксатор детали, пока клей не подсохнет. Без преднагрева всего шва поток пластика из ручки довольно быстро остывает и не обеспечивает стопроцентную сплавляемость деталей.
Верхняя крышка готова. Приступаем к сборке нижней части. Предвидя большие проблемы со стыковкой, я сначала склеил диагональные части рамки, а финишную сборку осуществлял уже по месту. Печатать целый лист крышки на принтере я счел не самой лучшей идеей, как по временным затратам, так и по материальным. А недостающую часть дна будет выполнять крышка от сканера, которая осталась от донора при сборке ЧПУ гравера. Отрезаем по нужному периметру и начинаем вклеивать. Получилась вполне крепкая конструкция. Приступаем к оклейке ответных частей для крепления корпуса. Навинчиваем их на места, мажем клеем, стыкуем верхнюю часть и фиксируем ручкой. Настало время клавиатуры. С ней все то же самое. А вот с декоративным вырезом я поторопился. Наносимый слой оказался слишком толстым, нужно было сначала заполнить чем-нибудь основной объем и лишь сверху замазывать клеем. После третьего дня сушки эта часть начала пузыриться. Когда вся конструкция подсохла, можно приступать к самой грязной части дела – зашкуриванию и выравниванию поверхности. Первый этап обработки показывает все изъяны поверхности, которые убираются промазкой жидким АБС. После грубой обработки приступаем к размещению основных плат. Крепим ножки к плате и клеим их на корпус. Теперь можно изготовить заднюю панельку под выходы, как делал я. Сфотографировал заднюю стенку корпуса с установленными платами и на основе этой фотографии обрисовал деталь в редакторе. По размерам она получилась также значительно больше печатной области моего принтера, поэтому и ее тоже придется клеить. Размещаем панель по месту и клеим усадочные пазы. Сначала вертикальная, а затем горизонтальная. Доступ в тот угол теперь уже не понадобится, и мы можем закрепить корзины кулера и дисковода. Финишную обработку будем делать шпаклевкой по пластику.
Делать это я буду первый раз и не могу сказать, хорошая это шпакля или плохая, первая попавшаяся в строительном магазине. После финишной абразивной обработки можно приступать к грунтованию поверхности. Грунтовка то же самое обычно по пластику. Была куплена в автомалярном магазине, так же как и краска для базы. Окраска таких площадей аэрографом была тоже не лучшей идеей. Не удалось сделать нормальную заливку, и краска ложилась некой текстурой. Да и проходов понадобилось сделать очень много для полного перекрытия грунтовки. Знал бы, красил баллончиком. Декоративную полосу покрасил красным цветом, а надпись сделал с помощью фоторезиста и ЧПУ гравера. Аналогичным образом навел красоту на корпусных кнопках. Верхнюю крышку я начал покрывать лаком тем же аэрографом, но то ли отвердитель был старый, то ли разбавил плохо. Работа шла очень долго и некрасиво. Нижнюю крышку в итоге залил баллончиком, а потом и по верхней вторым слоем прошелся. По итогу косяки покраски, конечно же, есть. Местами проступают из ямы самой поверхности, а местами косяки покраски. Но в целом получилось очень даже неплохо для такого домашнего проекта. Оглядываясь назад, надо было уделить больше времени доводке поверхности и устранить мелкие косяки 3D-печати и склейки. А совсем в идеале отдать на покраску нормальному автомаляру. Но что имеем, то имеем. Корпус готов, но есть одно «но». Давайте посмотрим на спектрумовскую клавиатуру и на нашу. Клавиши спектрума имеют по несколько дополнительных команд, которые используются при работе с TRDOS и Basic, а также 3 разных шифта и несколько собственных клавиш. В текущем виде работать с компьютером будет крайне неудобно и постоянно придется играть в угадайку, либо держать под рукой распечатку спектрумовской раскладки. Поэтому в следующем видео мы займемся решением этой проблемы. А чтобы не пропустить новый выпуск, не забудь подписаться на канал, нажать колокольчик и поставить жирный лайкос. А на сегодня это все. Пока!